Тема сегодняшней лекции – теорема Бера о категориях. Эта теорема была доказана французским математиком Рене Луи Бером в 1899 году. Подробнее об этом математике можно почитать в Википедии. Основное понятие для сегодняшней лекции – это понятие нигде неплотного множества, по-английски nowhere dense set. Что это такое? Пусть x большое – это топологическое пространство, и a большое – это некоторое подмножество в нем. Тогда подмножество a большое называется нигде неплотным в x, если внутренность замыкания a пуста. Другими словами, замыкание множества a не содержит внутренних точек. По-другому то же самое можно сказать так. Множество a нигде не плотно в x, если для любого непустого открытого множества u, здесь через τ x я обозначил топологию на пространстве x, то есть семейство всех открытых множеств в x. Итак, для любого непустого открытого u в x существует непустое открытое множество v в x, такое, что v это подмножество в u, и оно не пересекается с a. В качестве упражнения проверьте, что эти два определения эквивалентны. Теперь мы готовы сформулировать теорему Бера. Звучит она так. Непустое, полное, метрическое пространство не может быть счетным объединением нигде неплотных подмножеств. Чтобы доказать эту теорему, нам понадобится вспомогательное утверждение, лемма. Оно интересно и само по себе. Данная лемма является обобщением хорошо известного факта из математического анализа про вложенные замкнутые отрезки. Звучит она так. Предположим, что пространство x большое – это полное метрическое пространство с метрикой ρ маленькая. И в этом пространстве задана цепочка замкнутых ограниченных вложенных множеств f1, f2 и так далее fn, диаметры которых стремятся к нулю при n стремящемся к бесконечности. Тогда пересечение всех этих множеств fn не пусто и состоит из единственной точки. Доказывается эта лемма следующим образом. Возьмем любые точки xn из fn. Тогда xn – это последовательность Каши или фундаментальная последовательность в другой терминологии. Почему? Потому что xn принадлежат множествам fn, fn все вложены друг в друга и диаметр стремятся к нулю. Поэтому расстояние между точками xn и xm стремится к нулю, когда n и m стремятся к бесконечности. Но раз эта последовательность фундаментальна, а пространство x большое полное, то существует предел этой последовательности в пространстве x, обозначим этот предел x маленькое. Тогда точка x маленькая принадлежит всем множествам fn, потому что они замкнуты. И по конструкции она есть то самое пересечение множества fn по n от единицы до бесконечности. Лемма доказана. Теперь у нас все есть для того, чтобы доказать основную теорему о категориях, теорему Бера. Предположим, что теорема неверна, то есть будем доказывать от противного. Но раз она неверна, тогда пространство x можно представить в виде счетного объединения нигде неплотных множеств n. Отлично. Возьмем тогда любой открытый шар U0 в x с радиусом меньше единицы. И рассмотрим множество a1. Оно нигде не плотно в x. Но раз так, по первому определению нигде неплотного множества, существует другой шар U1 в U0 с радиусом меньше 1/2, такой, что замыкание этого шара U1 не пересекается с A1. Теперь рассмотрим множество A2. Оно тоже нигде не плотно в x. А значит, существует шар U2 в U1, открытый, что радиус его меньше, чем единица делить на 2 в квадрате, а замыкание не пересекается с А2 и так далее. Рассмотрим А3, А4, А5 и так далее АН. В результате мы получим цепочку вложенных шаров U1, U2, UN, что радиус каждого шара UN не превосходит единицы на 2 в степени n,
и замыкание шара UN не пересекается с AN. Теперь применим предыдущую лемму. В предыдущей лемме в качестве множеств Fn возьмем множество замыкания UN. Тогда пересечение point единицы до бесконечности UN с чертой, то есть замыкание UN, состоит из единственной точки. Обозначим ее x0. Данная точка x0 не принадлежит AN для любого n, но потому что AN и UN замкнутые не пересекались. Итак, нашли некоторую точку x0, конечно, из x, такую, что она не принадлежит ни одному из AN. Но в самом начале мы предположили, что объединение всех AN дает нам x. Значит, точка x0 с одной стороны принадлежит x, с другой стороны не принадлежит. Получили противоречие, которое доказывает теорему. Спасибо за внимание.